Здорово, народ! Вы на канале Будь Мужиком, и сегодня мы с вами поговорим про 11 легальных способов экономии газа. Первый способ — это регулярная чистка теплообменника вашего газового котла от сажи. Дело в том, что при сгорании газа, при неправильно настроенном клапане, либо просто при сгорании газа образуется некоторое количество сажи. И эта сажа периодически у вас осаждается на вашем теплообменнике, будь то пластинчатый теплообменник или обыкновенный газовый котел. И эту сажу необходимо очищать для того, чтобы передача тепла от вашего топлива была намного лучше к вашему теплообменнику и, соответственно, к вашей воде. Как чистится напольный газовый котел, есть видео на моем канале, ссылочку я оставлю в описании. Второй способ — это очистка вашего теплообменника от накипи. Дело в том, что продукты сгорания у вас в теплообменнике осаждаются с наружной его части, а накипь образуется всегда у вас внутри вашего теплообменника, внутри вашей системы отопления. Ну а самое главное здесь, конечно же, именно чистка вашего теплообменника от накипи. Делается это при помощи специальной промывочной станции, при помощи кислоты. Если же у вас навесной настенный котел, то это можно сделать в принципе и без промывочных станций, просто заливкой кислоты в ваш теплообменник и отстаиванием его там. Третий пункт — это настройка вашего газового клапана на вашем отопительном приборе. Если же это у вас навесной котел, то необходимо настроить минимум и максимум согласно паспорта, тогда сгорание топлива будет максимально экономичным. Если же у вас котел напольный, либо это котел какой-то мощный, к примеру промышленный, на несколько мегаватт мощности, то такой котел настраивается при помощи специального прибора газоанализатора. Кстати, как настраивать прибором напольные котлы, есть видео на моем канале, ссылочку я оставлю вам в описании. Следующий пункт — это утепление вашего здания. Очень важно утеплить ваше помещение, квартиру, дом, смотря где вы живете. Чем лучше ваш утеплитель, тем меньше тепла выбрасывается наружу и тем больше тепла сохраняется в вашем помещении. Утеплителей бывает несколько видов. Это вспененный полиуретан, который наносится туда пленочкой прямо на поверхность и потом вырастает. В принципе, дорогой вид утепления, но тоже смотря с чем сравнивать. Это пенополистирол и экструдированный пенополистирол. Это такие два вида пенопласта. И это минеральная вата. Если сравнить эти утеплители между собой, то без сомнения лидер — это минеральная вата. Минеральная вата дышит лучше в 7 раз, чем пенополистирол либо пенополиуретан, и в 31 раз лучше, чем экструдированный пенополистирол. Хотя без сомнения самый лучший утеплитель по своему именно теплоизоляционным свойствам — это экструдированный пенополистирол. Следующий пункт весьма банальный, однако это тоже очень важно. Нельзя завешивать ваши радиаторы шторами. Дело в том, что когда вы завешиваете радиаторы шторами, то теплый воздух проходит хуже в помещении и намного быстрее выводится на улицу через окно. Дело в том, что радиаторы зачастую ставят именно под окнами, и намного проще теплому воздуху будет уйти из помещения, чем в него. Следующий пункт — это то, что на радиаторы необходимо установить термоголовки. Термоголовки — это такие специальные краны, которые перекрывают подачу теплоносителя на ваши радиаторы. Для чего это нужно? В каждой термоголовке есть датчик температуры. Датчик температуры имеет градацию от единички до четверки, пятерки и так далее. Каждая цифра соответствует какой-либо температуре в вашем помещении. К примеру, вам комфортно 15 градусов, это соответствует двоечке на вашей, например, термоголовке. Вы поставили себе на термоголовке двоечку, и как только у вас температура приближается к заданной, термоголовка начинает перекрывать теплоноситель. Таким образом, котлу уже не надо нагревать этот радиатор и экономится ваш газ. Следующий пункт — это то, что нужно поставить комнатный термостат. Комнатный термостат управляет температурой в вашем помещении. И получается, если у вас нет комнатного термостата, вы выставляете на котле какую-либо температуру, к примеру, там 60 градусов в радиаторах, и котел продолжает эту температуру поддерживать. Но на улице может стать холоднее, либо же наоборот жарче, и получается, что когда вот эти вот колебания температуры происходят, котел постоянно держит у вас 60 градусов. При этом температура в вашем помещении то там 25, то это 20 градусов, она нестабильна. Если же вы ставите комнатный термостат и, к примеру, на улице начинает постепенно теплеть, а происходит это днем, например, если сравнивать с ночью, таким образом котел будет давать температуру в радиаторе, к примеру, днем 55 градусов, а ночью, когда холоднее, будет давать 50 градусов. Таким образом, также будет экономиться ваш газ. Следующий пункт такой весьма непростой, однако он тоже имеет место быть. Это то, что в вашем помещении можно сделать двойную дверь. Дело в том, что когда дверь стоит одинарная, она очень хорошо пропускает через себя холод. Иначе говоря, через нее очень быстро уходит тепло из вашего помещения. Если же поставить вторую дверь, то будет некоторая такая, как воздушная камера между первой дверью и второй. Во-первых, воздушная прослойка будет служить вам теплоизоляцией. Во-вторых, открывая, к примеру, первую дверь, вы успеваете зайти во вторую, и из помещения не успевает уйти такое количество тепла, как если бы вы открывали, к примеру, одну дверь. А лучше всего, даже если у вас будет какой-либо предбанник, к примеру, какой-нибудь
там 2 квадратных метра, например, вы первую дверь открыли, зашли в помещение, закрыли, у вас ушло какое-то количество воздуха, которое вот собралось теплое в этом помещении, и затем вы заходите во вторую дверь. Таким образом не улетает просто огромное количество тепла, которое ваш котел уже нагрел, и таким образом также экономится ваш газ. Следующий пункт — это то, что газ можно экономить электросчетчиком. Как это делать, сейчас я вам расскажу. В нашем государстве существует такое понятие, как двухтарифный электросчетчик. Это подразумевает под собой то, что электричество днем дороже, а ночью дешевле. Соответственно, если вы ночью будете топиться, к примеру, электричеством, а днем будете переходить на газ, то таким образом ваше отопление будет стоить в общей сумме дешевле, и также вы будете экономить газ. Следующий пункт — это, в принципе, можно сказать, палка в сторону производителей. Дело в том, что в некоторых котлах котлы не утепляются. К примеру, вот в моем последнем ролике, если вы смотрели, котел был абсолютно не утеплен. Когда я снял кожух котла, там уже находился непосредственно сам водяной бак. В хороших же дорогих котлах бак водяной всегда утеплен. Для чего это делается? Для того, чтобы то тепло, которое собирается в вашем баке, чтобы оно не грело помещение, а чтобы это тепло сразу же шло вам в радиатор. Если вы утепляете ваш газовый котел, то такой котел будет работать намного экономичнее. И в последнем пункте я хочу поговорить с вами о радиаторах. Дело в том, что радиаторы бывают самые разные, работают они тоже абсолютно по-разному. И как сделать так, чтобы ваши радиаторы экономили вам газ, сейчас я вам расскажу. Смотрите, радиаторы есть у нас секционные, есть у нас стальные, есть у нас чугунные, они же тоже, в принципе, секционные. И в чем, в общем-то, основное отличие? Первое отличие — это количество воды, в котором есть в каждом радиаторе. К примеру, если у вас чугунные радиаторы, то там примерно литр, а то и 2, если у вас старые радиаторы, то там вообще по 2 литра в каждой секции. Если у вас алюминиевые либо биметаллические радиаторы, то там до 440 мл воды. И если же у вас стальные радиаторы, то там воду, в принципе, можно вообще не считать, воды там минимальное количество. Итак, у каждых радиаторов есть некоторые свойства. Свойства эти — конвекционный нагрев, а также лучистый нагрев. Чем это отличается, и на этом я хочу с вами остановиться. Итак, мы с вами сравниваем два типа радиаторов. Первый тип радиаторов — это секционный, и второй тип радиаторов — это цельные, они же стальные. Если сравнивать их свойства, то свойства конвекции лучше у секционных радиаторов. Это обусловлено их конструкцией. Воздух очень легко поднимается снизу, прогревается и затем выбрасывается к вам в помещение, о котором я вам говорил, что которые нельзя завешивать шторами. Далее, если же мы с вами сравниваем лучистые свойства радиаторов, то здесь уже, конечно же, лучше выбирать стальные радиаторы. Почему так? Потому что чем больше плоскость самого радиатора, тем больше он излучает тепла. То есть лучистое излучение — это то излучение, которое радиатор отдает со всей площади своей поверхности. К примеру, если взять два радиатора на 10 Вт, например, секционный, и на 10 Вт стальной, то больше по площади, без сомнения, будет у нас стальной радиатор. И такой стальной радиатор будет лучше нагревать ваше помещение. И лично мое мнение, лучше выбирать стальные радиаторы, нежели секционные. Преимущество секционных радиаторов в том, что если вам недостаточно их мощности, вы можете донарастить себе, к примеру, еще какие-нибудь секции добавить. Однако в стальных радиаторах намного лучше лучистое свойство. И еще один подпункт, на котором я хочу с вами остановиться на радиаторах, это то, что чем больше мощность вашего радиатора, к примеру, если вы мощность радиатора берете с запасом, тем больше вероятность, что вы будете экономить газ. Почему? Потому что если у вас радиатор мощнее, чем вам нужно, соответственно, температуру в этом радиаторе вам надо будет поддерживать меньше. К примеру, если у вас две секции в комнате, вам надо будет их шмалить на 60 градусов, чтобы ее нагреть. Если у вас будет 10 секций в этой же комнате, то вам надо будет на 35-40 градусов ее шмалить. Итак, разница практически в 2 раза. Соответственно, если вы выбираете радиаторы себе домой, то лично себе я бы взял стальные радиаторы, но с запасом по мощности, с большим запасом по мощности, для того, чтобы котел мог работать на более низких температурах и таким образом экономить газ. Так что всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и вы увидите еще много полезного интересного видео. Всем пока!